Всем здравствуйте! Сегодня я продолжу тему новогоднего декора. У меня нашлись такие красивые ткани, а сшить я хочу две дорожки на стол, которые будут располагаться не вдоль стола, а поперек, то есть находиться под тарелками. Шить дорожки я буду в самой простой пэтчворк технике из простых квадратов, которую осилят даже начинающие. Можно было бы, конечно, сделать какие-то интересные пэтчворк-блоки, звезды, например, да, но вот этих новогодних тканей совсем мало. Вот смотрите, тут совсем маленький лоскут, здесь тоже вот два маленьких лоскута. И этот такой красивый, он мне очень нравится, ширина его 1,10 м, и его всего 60 сантиметров. Если я их порежу на мелкие части, да, для каких-то блоков интересных, то у меня не хватит даже на одну дорожку. И мне хочется вообще какой-то простоты, чтобы не рябило в глазах. Да, и кроме них у меня вообще на столе будет венок из помпонов, да, ну, чтобы не было перебора, сделаю попроще. Вот покажу свой черновик. Я тут рисовала, высчитывала, пересчитывала, учитывала размеры стола, размеры лоскутов. И пришла к тому, что квадраты будут в готовом виде 9 сантиметров. Для одной дорожки мне надо будет выкроить 40 разных квадратов размером 10,5 на 10,5. Согласно схеме я посчитала здесь уже, да, каких сколько. 12 прямоугольников размером 10,5 на 13. Почему прямоугольников, я объясню потом, когда выкрою, так будет более наглядно. И полосу шириной 9,5 сантиметров и длиной. Длину я даже не высчитывала, я их буду разрезать по косой вот здесь, да, и когда буду разрезать, размеры будут известны. Ну, вернее, длина вот этих вот деталей. Итак, начну. Ткани все перед раскроем нужно отутюжить с паром, для того, чтобы они после стирки не сели. А стирка, ну, естественно, будет, да, потому что это все-таки праздничный стол. Мало ли, где-то вино прольется, где-то, ну, какие-то пятна от еды появятся, да. Детали все выкроены, и квадраты, и прямоугольники, и вот эта полоса, которая пойдет здесь внизу. Ну, я ее уже буду, как говорила, потом подкраивать. Сначала соберу вот это полотно, да, из квадратов, а потом уже ее буду резать по размеру. Сейчас мне надо будет сложить квадраты, да, согласно этой схеме своей, как они будут расположены. Теперь пришло время объяснить, зачем я здесь выкраивала прямоугольники. Смотрите, если бы здесь были не прямоугольники, а квадраты, ну или треугольники, да, которые вот завершат край этот, то когда я буду обрабатывать косой бейкой, она вот так вот у меня съест уголок вот этого треугольника, да. Ну или мне бы пришлось вот сюда еще втачивать маленькие треугольнички. Я хочу, чтобы вот этот красный, он служил как бы окантовкой салфетки. Поэтому я сделала прямоугольники. Вот так. Обрежу их вот так, да, и у меня будет беечка проходить вот так. То есть край салфетки будет красный. Никакой уголок зеленый здесь не съестся, да, не уберется под беечку. Вот так. Теперь можно приступать также к сборке, да, и собирать я буду вот так рядами.
То есть сначала стачивать вот по этим срезам квадраты между собой, вот таким образом. И затем уже стачивать вот эти вот ленты, да, из квадратов. Перед тем, как собирать дорожку, я к ней еще поприглядывалась и внесла изменения. Я убрала квадраты вот эти светло-зеленые со звездочками и вот еще какой-то зеленый с елками. Потому что вот с этими квадратами, да, было, ну, все настолько аляповато, настолько вот разноцветное, да, как говорят сейчас, вырви глаз. И складывалось такое ощущение, что эта дорожка собиралась, ну, совсем из остатков, совсем из обрезков каких-то, да. Мне бы так, конечно, не хотелось на праздничный стол. Вместо этих лоскутов я вот такие темно-зеленые, да, поставила, ну, положила, чтобы образовывались вот такие ряды хотя бы, да, чтобы, ну, как-то вот в более выдержанной цветовой гамме было. Зеленый, красный, белый и все, и никаких больше. Как мне кажется, так выглядит намного лучше. Что делать с этими зелеными, я пока не знаю. Ну, буду думать. Вот у меня уже, да, выкроена часть для какого-то следующего проекта. Квадраты по одной стороне я стачала между собой, и получились вот такие диагональные полосы. Припуски я разутюжила. Теперь можно стачивать эти полосы между собой. Для того, чтобы, когда я буду стачивать, они как-то не сместились и не получилось вот так, да, чтобы получились швы ровно крест-накрест везде, иначе у изделия будет неаккуратный вид. Я вот в этих всех местах вот так вот ровненько сложу и сколю булавками. Везде, в каждом месте. Если во время скалывания образуется, ну, как-то вот так, да, один квадрат как будто бы немножко больше, чем другой, ничего страшного. Когда вы стачаете, ну, я имею в виду не совсем много, да, вот там пару миллиметров, когда вы стачаете все, отутюжите, то все ляжет ровненько, и этого видно не будет. 3 полосы я стачала, припуски все разутюжила. Очень важно, чтобы припуски все были одинаковые, что эти, что эти. Если у вас где-то будет 8 миллиметров, где-то 7, где-то 6, понятно, что квадраты, конечно, не получатся. И вот в этих местах, да, состыковки тоже будет, ну, достаточно проблематично состыковать, чтобы было крест-накрест. Особенно это касается тех тканей, которые контрастные. Вот здесь, да, например, если ткани какие-то такие, ну, скажем, яркие, аляповатые, ну, понятно, что 1 миллиметр туда-сюда никто не заметит. А вот в этих местах, конечно, нужно постараться и соединить вот так ровно, крест-накрест. При стачивании квадратов я ориентируюсь на край лапки. Вот так вот кладу ткань ровненько, да, по краю и стачиваю. Поэтому у меня припуски везде одинаковые. У меня это расстояние 0,75 сантиметров, то есть 7,5 миллиметров. Поэтому, чтобы получить квадрат 9 сантиметров, добавим с каждой стороны по 0,75 и выкраиваю я квадраты 10,5 сантиметров. Если у вас расстояние несколько иное, да, вот от иглы до края лапки, ну, померяйте, да, сколько миллиметров у вас, и делайте такие припуски. Полотно собрано, и теперь, прежде чем пришивать сюда вот по этому углу последнюю полосу, я подровняю вот эти края. Вот так вот я по этим точкам, да, по этим уголкам поставлю линейку.
И из лежки срежу. Теперь оформляем вот этот угол. Прикладываю полосу вот так. Здесь кромка, я ее срежу. И с запасом, да, вот с припуском на шов. Затем с другой стороны кромку тоже я срежу. И то же самое с припуском на шов. Все, и сейчас притачаю сначала эту сюда, а затем эту. С другой стороны сделаю то же самое. Уголки готовы. И понятно, что такое изделие нуждается в подкладке. Я выкрою из обычной белой хлопчатобумажной ткани точно такую же деталь, такого же размера и формы. Детали подкладки и верха я совместила. Вот так их нужно аккуратненько все разгладить хорошо, да, чтобы не было никаких волн. Я их зафиксирую булавками, чтобы они не смещались, и буду простегивать. Простегивать я буду вот такой нитью золотистой. Это Гютерман, 50 метров в катушке. У меня вот есть 3. Надеюсь, хватит на 2 дорожки. Стягать я буду вот вдоль вот этих швов. Может быть прямой строчкой, может быть какой-то шов декоративный выберу на машинке. Ну, посмотрю. И стягать я буду без поролона или каких-либо уплотнителей, потому что ну, какие-то выпуклости на этой салфетке не нужны. Она носит не только декоративный характер, но и практический. То есть на ней будут стоять бокалы с напитками, тарелки с едой. Да, не дай бог, где-то на какой-то выпуклости бокал этот упадет, все тут разольется, и салфетка эта до конца праздника не долежит. Поэтому буду вот так вот стягать, без всего. Я нахожусь в процессе стежки и хочу поделиться с вами впечатлениями об этой золотой нитке фирмы Гютерман. Честно говоря, хуже нити я в своей жизни не видела. Совершенно безобразно себя ведет. Она состоит из нескольких тоненьких золотистых ниточек и несколько вот таких вот синтетических ниток полиэстровых. Еще не дойдя до ушка иглы, она вот так вот вся раскрывается, да. И когда идет вниз в челнок, вместо того, чтобы носик челнока проходил в петельку, которую она организует, он проходит вот между вот этими нитками, рвет ее, запутывает. В общем, ну, совершенно безобразное зрелище. Вот видите, сколько узлов, потому что она просто рвется. Местами натяжение почему-то пропадает. Вот она шьет, и потом вдруг натяжение этой нити исчезает на 2-3 стежка, и потом снова появляется. Я пробовала менять иглы, начала я обычной иголкой шить, затем я поставила иголку для вышивки, затем иголку для стежки, и сейчас у меня стоит иголка топ-штих. Там ушко еще больше, чем в предыдущих иглах. Тем не менее, результат, ну, вот так вот. Натяжение нити пробовала менять, и давление лапки, и все что только, и катушку меняла, вот так вот, да, крутила, потому что, ну, бывает от скрутки, от того, как намотана нить на катушку, да, тоже зависит иногда. Ничего абсолютно не помогает, поэтому хочу вас предупредить, если будете такую нитку покупать, ну вот готовьтесь к такому, да. Если, может быть, кто-то такой ниткой шил и нашел способ, как ее усмирить, поделитесь, пожалуйста. Буду очень благодарна, потому что я такой нитки купила несколько цветов по 3-4 катушки. И сейчас сижу и не знаю даже, что с ними делать. Ну, так, конечно, не пойдет. Я думала, что, может быть, она для ручной работы, да. Но, судя по немецкой логике, она намотана на катушках, которые для машинного шитья.
Поэтому, ну вот так вот поделюсь с вами, да. Стегать я закончила. Не знаю, видно, не видно на камеру сейчас. Поблескивает слегка. О какой-то декоративной строчке мне, конечно, пришлось забыть, да, с такими нитками. Сейчас буду обрабатывать края косой бейкой, да, срезы. Я ее уже согнула вдвое, приутюжила, то есть она у меня уже готова. Вот таким образом я буду ею огибать срезы, да, ну вот и до самого упора, до сгиба. И прокладывать строчку на расстоянии 1 миллиметр от этого сгиба. Как делать уголки я покажу. Ну, вернее, как их делаю я, покажу. Как их делают другие, я не знаю. Может быть, есть какие-то другие способы, методы. Этим сейчас и займусь. Вот уголок, да, когда я его бейкой вот так вот с двух сторон огибаю, мысленно провожу вот эту линию вот до сюда, да, то есть здесь этот уголок. И строчку я буду прокладывать вот до сюда, вот до этого уровня. Обрезаю нитку. Теперь нужно сформировать здесь уголок. Вот так прикладываю нижнюю часть косой бейки, да, вот так же точно, как я ее втачиваю. И здесь зафиксирую булавкой. Так, потоньше булавочку возьму. И теперь вот так вот, да, ну пальцами буквально нужно сформировать вот такой вот уголочек с изнаночной стороны и с этой стороны. Здесь мне совсем несподручно. Мне пришлось прерваться, чтобы поменять расположение камеры, иначе ну вот совсем мне здесь несподручно. То есть вот сформировали уголок, и я его закрепила булавками, зафиксировала сзади вот этот подгиб и с лицевой стороны подгиб. Можно, конечно, приметать. И сейчас я начну прокладывать строчку вот от этого места, от самого уголка. Извините, девчонки, мальчишки, но ближе я не могу, потому что мне просто неудобно. У меня не получится. Так, эту булавку можно уже убрать. И продолжаем. Так, вот какой уголок получается. Ровненько и с этой стороны, и с этой стороны. Ну, я выведу хвостики, здесь завяжу. Когда это все приутюжится, будет ну, очень даже неплохо. Кто хочет, может здесь прихватить, да, потайным стежком. Ну, мне не надо, меня вот устраивает такой вариант. С прямым углом еще проще. Прокладываем строчку до уровня вот этого среза. Вот так вот, да, загибаем пейку. Здесь ну, фиксируем булавкой или наметываем. И здесь формируем красивый уголочек. Вот так вот, чтобы было под углом 45 градусов. Вот так. Вот. И начинаем строчку вот отсюда опять, от этого уголка. И пошли. И будет ровненький такой уголок. Вот смотрите. Все аккуратненько и ровненько. Салфетка почти готова. Длиной она получилась вот от этого угла до этого 135 сантиметров. И шириной 42 сантиметра. Пока она отлежится, да, я ее отпарила, она еще несколько влажноватая. Я сделаю
кисточки вот на этот уголок и на этот уголок. Дорожка готова. И сейчас я выполню вторую и покажу, как это все будет выглядеть на праздничном столе. Несколько ярких лоскутов, совершенно примитивная, легкая, быстрая пэтчворк техника, с которой справится любой начинающий. И смотрите, какая красота получается. Я очень довольна этими дорожками. Как мне кажется, и кисточки здесь очень кстати. Вот так это будет смотреться. За скатерть, пожалуйста, не критикуйте. Я ее еще отутюжу, конечно. Посуда будет белого цвета, да, чтобы никаких других посторонних цветовых шумов не было. Между делом из остатков и из тех зеленых квадратов я сшила вот такую подушечку. Она будет лежать на диване недалеко от праздничного стола. И, как мне кажется, довольно удачно перекликаться, гармонировать, да, с этими праздничными дорожками. Если вам нравится то, что я делаю, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю предновогоднего, предпраздничного, хорошего настроения. До свидания!